Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Вторник, 8 ноября. По традиции всех приветствую на своих ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал, ссылки будут в описании. Хотел сегодня достаточно быстро разобрать рынок, пояснить ситуацию, но сам вдарился в более подробный, можно так сказать, под микроскопом сделал анализ биткоина и сейчас расскажу, каким выводом я пришел. Наша задача как трейдеров находить те самые интересные и вкусные точки входа в рынок в начале тренда, которые могут принести нам максимальную прибыль одновременно с минимальным риском. Значит, каждый день мы выполняем с вами одинаковую работу и сегодня приступаем к аналитике всех тех же рынков, которые мы изучаем с вами каждый день. На данный момент времени тепловая карта рынка криптовалют находится в красной зоне. Практически все инструменты падают, снижаются, и этому есть свои причины. Вчера американский фондовый рынок закрылся в плюсовой зоне. В принципе, под закрытие американской торговой сессии мы видели с вами всплеск по битку, который взлетел там на 20 900 долларов. Ну и потом точно так же откатился. Сегодня очень важный экономический день в Америке. Сегодня промежуточные выборы в Конгресс. Соответственно, на рынке царит большая неопределенность, что нас может ожидать в текущем дне. И это оказывает свое давление на американскую, значит, торговую сессию, а также на европейскую, которая открылась уже в красной зоне. Есть определенные пессимизм, скажем так, у инвесторов по поводу того, что в Конгресс могут пробиться опять республиканцы. Но если большинство получат республиканцы, значит это будет уже предвестником смены тренда и на американском рынке. То есть мы помним, что в данный момент времени у нас демократы находятся у власти. Поэтому в этом смысле американская экономика также зависит от промежуточных выборов, промежуточных данных и определения ближайшей тенденции на несколько лет. Нас сегодня ждет достаточно объемный экономический календарь. В принципе, вы можете проследить это на сайте investing.com, выделив 2-3 звездочки по новостям. Вплоть до самого вечера нас будут ожидать важные статистические данные. Ну что, приступим к обзору основных финансовых рынков, то, что мы делаем каждый день. Индекс доллара уже которое время находится под давлением. У нас основная область сопротивления 112.65, от которой мы получили дальнейший импульс на снижение. Промежуточное, краткосрочное рубеж, который не будет пускать индекс доллара наверх, это отметка 111.10, 111.20 пунктов. Здесь мы получили повторный импульс на снижение и будем смотреть на реакцию продавца при подходе к этой зоне. Значит, в данный момент времени фьючерсы на Америку торгуются в нулевой зоне. Но мы видим, как в последнее время, какой получили рост основные индексы. Это промышленный индекс Dow Jones. Многие спрашивают, какая взаимосвязь. Но я еще раз повторяю, что на рынке есть полная взаимосвязь биткоина с индексом американского доллара, с доминацией биткоина, с индексом стейблкоина. Собственно говоря, индекс доллара получил динамичное снижение. Все эти деньги пошли в фондовый рынок США, в том числе и в крипту. Мы видим, какое у нас было развитие поступательного роста. В данный момент времени мы пробили восходящую линию поддержки. И сейчас топчемся в нее. Да, наблюдаем за зоной продавца, который сидит вот в этой области. И смотрим, как будет реагировать себя рынок на появление важных новостей, которые нас ждут по американским рынку. Значит, фьючерсы торгуются фактически в нулевой зоне в ожиданиях. Что у нас дальше? Доминация биткоина. Доминация биткоина, собственно говоря, она не сильно изменилась со вчерашнего дня, но немножко, да, она получила всплеск. Сейчас она опять получила поступательное снижение. То есть пока доминация биткоина находится в боковом движении, что в принципе не так плохо для рынка. То есть она не высасывает из себя деньги из альткоинов. Альткоины начали свое снижение по другому фундаменталу. Это доминация USDT. Мы видим, какой был всплеск именно вот в утреннее время. Причем это интересное время, когда многие участники рынка еще отдыхают. Америка спит. Европа
тоже еще не работает. Ну, соответственно, занимаются своими манипуляциями именно в то время, когда многие участники рынка не контролируют свои позиции, только защищая их стопами. То есть мы видим, как мы вернулись опять в зону восходящего клина, что дает нам какой-то намек и основание полагать, что восходящая тенденция по индексу стейблкоинов может, индексу доминации USDT может пойти в поступательный рост. Не будем гадать, будем смотреть за развитием событий, за развитием этой тенденции. Предлагаю рассмотреть более детально сам биткоин, который на прошлой неделе получил хороший рост. Что же мы с вами имеем в данный момент времени? Значит, если мы рассмотрим на более коротком таймфрейме биткоин, ну, собственно говоря, мы сейчас разложим, да, все то, что мы видели на предыдущих торговых сессиях. Мы видели с вами, сейчас удалю лишнее, нарисую заново. Мы видели с вами поступательную пятиволновую структуру роста, которая рано или поздно заканчивается и превращается в коррекционные волны. Я вижу то, что у нас сформировались коррекционные волны А, Б и С. Если смотреть именно волновую структуру по Эллиоту, это отдельная система аналитики графиков и отдельная система анализа рынка. Если мы опять-таки уже уйдем чисто в пятиволновку, да, и поймем, что же у нас случилось, да, то в принципе волна А у нас очень часто имеет коррекцию в область 61 уровня от пятой волны, и мы видим, сейчас у нас перевернутая FIBA. Уже рассмотрим график полностью, чтобы как бы снять максимально текущие вопросы. Что же у нас именно по битку уже. По альтам будем разбираться в телеграм-канале. Значит, вот мы получили коррекцию до 61 уровня. Далее я вижу вот это импульсное движение, которое мы словили вчера вечером. Это формирование волны B, которая может собой представлять 38 или 50%, а может даже они могут быть и регулярными и превращаться в большую коррекцию от волны А. Собственно говоря, мы с вами можем это и увидеть, что мы получили 38%, практически не добили там немножко, но, как говорится, тут точность, как в аптеке, не нужна. Тот, кто управляет этим рынком, он понимает, куда он хочет загнать цену. То есть мы получили волну B. Вот мы с вами видим волна А, волна B. Что же с волной С? Волна С может также принимать определенную свою коррекцию. Это могут быть 50%, 61,8%, может быть 100%, а может 161,8% или 261,8% от волны А, то есть так называемой расширяющейся коррекции. Собственно говоря, в принципе, глядя на график, да, можно сделать вывод о том, что мы понимаем, что у нас была четвертая волна, получила свое завершение здесь. Далее у нас была коррекция, опять-таки волна роста, пятая волна. Соответственно, тот, кто заходил в лонг позиции, четко ставил свои стопы за этим уровнем. Да. Если мы с вами разложим, что же у нас произошло с волной А, то можно в принципе понять, за каким уровнем, да, во-первых, сосредоточена основная ликвидность. Понятно, что всегда стопы ставят за хаями или за лоями определенных импульсов там, да, или определенных зон роста. В данный момент мы видим, да, что уровень 1.618 был пробит, но, собственно говоря, это и понятно, да, потому что, имея определенную ликвидность здесь, да, нельзя было ее не снять. Соответственно, дальше пошла зона стопов, которая каскадом превратилась в определенные ликвидации трейдеров, которые ставили там свои стопы. И фактически цена практически добила зону 2.618, что в принципе укладывается в расширяющуюся волну С.
абсолютно ясно и понятно, да, что произошло в данный момент времени, исходя из этой волновой структуры. То есть дальше, понятно, я писал, что в телеграм-канале, что подтверждение в рынок нужно искать на мелких таймфреймах. И мы видим, что у нас основной, сейчас мы посмотрим, сейчас формируется несколько трендовых линий. Опять-таки, они пока особо безуровневые, да, то есть их, ну, в эти точки даже тянуть бесполезно. У нас есть два хая, которые сформированы. Это уровень волны АБ. Вот эти вот, да, две точки, вернее, уровень. Соответственно, цена может сейчас потихонечку, ну как потихонечку, это может занять у нас и вплоть до нескольких дней, да, движения вот к этой трендовой линии и дальше уже понимать, то есть мы либо будем отбиваться, пробивать ее вверх, либо у нас будет движение дальнейшее вниз в виде какой-то опять-таки новой структуры снижения. Это может быть там опять-таки пятиволновка вниз или какой-то, скажем так, плоская продолжающаяся коррекция. То есть с точки зрения пятиволновой структуры по цели по снижению мы выполним. Если говорить о том, можно ли искать какие-то входы с текущих уровней, я сегодня опять-таки в телеграм-канале показывал, да, то, что вот у нас был основной тренд, вот у нас была основная импульсная волна. Соответственно, если покупать, то четко в этой зоне, да, со стопом за этот лой. Соответственно, цена пришла, протестировала, мы получили некую определенную импульсную формацию, и мы видим, насколько интересно искать точки входа в начале тренда. Да. Я уже анонсировал в своих обзорах то, что я в ближайшее время буду создавать группу интрадей трейдеров. Кто захочет, туда придет. Это будет группа с определенной абонентской платой в месяц, с моим менторством в ней. Значит, в эту группу будут допущены люди, кто пройдет предварительное обучение. Я запишу урок, как мы будем работать. Я дам вам аксиомы или правила, по которым мы будем работать, чтобы люди не задавали друг другу лишних вопросов. И мы будем вместе с вами разбирать все эти ситуации и искать точки входа по нескольким инструментам. Это может быть до 10 или 15 инструментов, которые я буду мониторить. Да, и мы будем смотреть и искать эти точки входа в начале тренда для того, чтобы получать максимальную прибыль и выгоду из этой ситуации. Поэтому в ближайшее время я буду анонсировать. Это будет отдельный, как я говорю, закрытый канал для дейтрейдеров, для агрессивной торговли. Это будет чат такой, да, своеобразный с пояснениями. И мы будем отдельно, кто захочет, вступит в этот отдельно закрытую группу. Если есть какие-то вопросы, пишите в личку. Предварительно тоже я готовлю материал для такой работы, поэтому я думаю, что будет интересно. Так вот, мы сформировали импульсную формацию и пришли, протестировали зону покупателя, да, и получили первичную реакцию покупателя на эту зону. Соответственно, можно ли было входить в эту область? Я скажу, конечно, можно. Тот, кто понимает, что он делает, он может войти в рынок, поставить стоп в эту зону и далее либо ждать каких-то верхних уровней, либо ловить отскоки, которые могут, как вы видите, достигать в моменте 2-3% по битку. Но по альте это гораздо больше может быть вариант отскока. В общем-то, в данный момент времени, да, наблюдаю за развитием этой ситуации. Безусловно, у нас сейчас есть зеркальный уровень, который сейчас выступает сопротивлением. Это 20 тысяч долларов. Плюс у нас есть неопределенность, пока сегодня связана с Америкой. Конечно, в этом ключе сказать, что рынок готов идти к дальнейшему росту, достаточно сложно. У нас есть трендовые линии, которые будут выступать на сегодня. Здесь даже вот более
ускоренная модель этой трендовой линии, да, которую мы видим, как она будет в определенной степени сдерживать этот рост. Поэтому, конечно, с текущих отметок залетать нет никакого смысла в рынок. Надо просто ждать и посмотреть за развитием ситуации, что день нам сегодняшний будет рисовать и в плане новостей, и в плане каких-то событий. Да? Поэтому, значит, по поводу пятиволновки я рассказал. Коррекционные волны АБЦ, да, цели сделаны, выполнены. Понятно, рынок находится опять в страхе. Никто не понимает, что делать. То есть мы получили большие ликвидации опять по рынку. Я думаю, их позже там объявят. Но мы получили такой вот серьезный достаточно фитиль снизу, что говорит о том, что в этой области стояли лимитки покупателей. И тот, кто давил этот рынок вниз, он четко понимал, куда он его будет давить дальше. Значит, более того, я провел более детальный анализ биткоина по другой своей методологии. Я искал формирование волны Вульфа, и вот к чему я пришел. Данная информация является очень интересной и своего рода эксклюзивной. Значит, у нас идет формирование пятиволновой структуры. Можно ожидать, я как-то говорил, что у меня есть основания полагать, что биткоин может пойти. Во-первых, я уже давно говорю о том, что мы можем сбить эти годовые минимумы за областью 17600. И в этом смысле эта теория подтверждается. То есть мы формируем сейчас пятую волну. Целью формирования пятой волны она вот является как раз таки зона 17 тысяч, 17100. Неважно, тут сейчас данный фактор абсолютно не имеет никакого значения. То есть если мы эту волну сформируем с дальнейшим ростом, условно говоря, пойдем пробивать вверх, то естественно данная волна будет сломана, и я буду перестраивать это на дневном таймфрейме, буду искать новые формации. Но пока рисуется вот так. Значит, пятая волна имеет целью снижения в область 17 тысяч. Ну и дальше конец этой пятой волны будет означать смену тренда и движение уже к весне, точнее к марту месяца в область 24 тысяч. Пока рисуется это так. Это достаточно очень тяжелая методология расчета волны Вульфа, но она имеет место большую реализацию при наступлении всех факторов, из которых она складывается. Да? Я регулярно выкладываю у себя в канале какие-то подобные вещи, поэтому видно, уровень их отработки видно. Да? Тут надо обратить внимание, что это дневной таймфрейм, и это все достаточно длительно. Но если мы с текущей отметки не получим дальнейшего роста в ближайшее время, то мы вполне себе можем сформировать вот данный паттерн. С учетом того, что на мировой арене сейчас наступает неопределенное время и опять-таки есть давление на весь финансовый сектор, это может вполне себе быть реализуемо. Если мы посмотрим, допустим, по фьючерсам, да, то мы четко видим, что мы сформировали расширяющийся клин, да, получили волну Е усеченную, не добили тут до низа, но вы видите, куда мы пришли в данный момент времени. То есть, опять-таки, я еще раз говорю, все в мире взаимосвязано. Ничего просто так не растет, ничего просто так не падает. Соответственно, вот в данный момент времени мы получали нисходящий импульс по Dow Jones, да, и посмотрите, обратите внимание, куда мы пришли. То есть мы имеем все шансы как минимум нарваться сейчас на хорошую коррекцию по Америке. Соответственно, это мне дает опять-таки основание полагать о том, что криптовалютный рынок не будет жить в отдельности от американских, да, значений и макроданных. Потому что это все-таки в приоритете лично для меня. Поэтому есть основания полагать и думать то, что все-таки еще могут вытряхнуть. Да? Есть и такое мнение, и я не оставляю его в стороне. Потому что все взаимосвязано. То есть зона 17, может быть 16 тысяч по биткоину, она достаточно притягательна для крупного капитала, который может добиться снижения в эту зону одним движением. Для него слить достаточно в рынок небольшой процент своих монет. Это может быть и
до 100 тысяч, да, скажем так, биткоинов, чтобы сбить цену и охладить пыл окончательных туземунщиков, которые верят в бесконечный рост. То есть для спотового рынка, да, окей, цена, можно набирать и набирать ее дальнейшей лесенкой при снижении, но для рынка фьючерсов и маржинальной торговли, конечно, скажем так, пока не самое лучшее время для набора позиций в лонги. Ну, соответственно, даже вот если рассмотреть ту формацию импульсную, которую мы получили здесь даже, да, вот, то понятно, что у нас основная зона, от которой пошел импульс, был здесь. Соответственно, да, мы можем туда вырасти. Ну, я не говорю, что это будет сегодня. Это может случиться в течение нескольких дней, потому что рынок бесконечно падать не может. Ловить ножи смысла никакого нет. Здесь мне абсолютно понятно, почему мы здесь остановились. Потому что у нас здесь была предыдущая импульсная формация в рынок. Сейчас мы просто протестировали эту зону в качестве зоны покупателей. Получили определенную реакцию. Поэтому я еще раз говорю, все взаимосвязи на рынке, они находятся между собой в параллели. Поэтому я очень много внимания уделяю анализу в целом как макроданных, так и внутренних показателей каждой монеты с разбором детально каждого таймфрейма, и в принципе это дает свой определенный результат. Предлагаю закончить данный видеообзор, перейти в общение в телеграм-канале. Всем хорошего дня, всем профита, всем пока.